26 апреля 1986 года – это дата, о которой помнят миллионы людей по всему миру. Этот день стал поворотным моментом не только для истории Советского Союза, но и для всей планеты. Авария на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшая в этот день, оставила неизгладимый след в сердцах и умах людей, закрепив за собой репутацию одной из самых ужасных экологических катастроф в историографической памяти. В результате ужасного взрыва на 4-м реакторе станции было выброшено огромное количество радиоактивных вещества в атмосферу, что вызвало паническое настроение среди жителей не только Украины, но и всего Советского Союза. События развивались стремительно и драматично. Как только произошел взрыв, психоз охватил не только жителей близлежащих населенных пунктов, но и государственных органов. По первому сигналу тревоги раздалось множество указаний, и тысячи людей в паник-режиме покидали свои дома. Огромные очереди на выезд, метания в прощании с родными, оставшимися, как им казалось, на необъявленной войне с неизвестной угрозой. Вскоре после взрыва началась эвакуация. В первые часы же спасали только тех, кто находился в непосредственной близости от станции. Однако это оказалось недостаточно. Спустя несколько дней многие уже понимали, что радиация распространилась значительно шире, чем первоначально предполагали. Огорчение переполнило сердца. Реальная угроза незамедлительно встала перед людьми, когда солнце в тихом небосклоне стало тускнеть, как будто под давлением непонятного бедствия. Скоро после аварии была создана так называемая «запретная зона». Это пространство, охватывающее более 2600 квадратных километров вокруг Чернобыльской АЭС, стало символом человеческой ошибки и необратимой экологической катастрофы. Многочисленные поселки, такие как Припять, зависящие от своего местоположения вблизи станции, навсегда покинули свои дома, став жертвами этой ужасной трагедии. Все, что они любили – дома, работа, воспоминания, привычные улицы – растворилось в воздухе, буквально бросив их в неизвестность. Город Припять, некогда полный жизни, стал призрачно тоскующим местом, где время застыло на момент эвакуации. Каждый дом стал раной на теле маленькой истории, оставив только одиночество и запустение. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои родные места, оставив невидимую часть себя, свою идентичность, свои семьи, сплоченность, свою культуру. Властям пришлось быстро эвакуировать все близлежащие деревни, ведь они уже понимали, что радиация не щадит никого. Ситуация была панической. У каждого в голове казалась пустота, а лица стали бледными от страха перед неизвестным. Жители наспех собирали вещи в чемоданы, забирали своих детей, домашних животных и вырывались из привычной рутины, не осознавая, что они покидают свои дома навсегда. Тем временем, как жизнь людей превращалась в круговорот страха, запретная зона стала полем для научных исследований и наблюдений, что произошло после аварии. Режимы контроля над радиацией, мерами предосторожности и охраны здоровья стали основными требованиями. Это все происходило на фоне величественных лесов и пейзажей, которые, казалось, страдали нередким источником трагедии. Однако со временем, чем больше проходило времени с момента аварии, становилось очевидным, что эта территория обрела совершенно новый статус. С приходом нового века ученые обратили внимание на то, что запретная зона стала уникальным объектом для изучения взаимодействия человека и природы. Это привлекло внимание многих биологов, экологов и зоологов, которые стремились выяснить, как фауна справилась с условиями, возникшими после катастрофы. Результаты исследований превзошли все ожидания. Природа начала восстанавливаться именно благодаря отсутствию людей. Оказалось, что радиация не является столь же угрожающей, как многие предполагали, и влияние человека на окружающую среду в конечном итоге
оказывается значительно более разрушительным, чем любые экологические катастрофы. При этом, несмотря на негативные последствия радиации, удалось обнаружить множество видового разнообразия, о существовании которых не знали многие десятилетия. В течение нескольких лет группа ученых из разных стран мира начала свои исследования, наблюдая за изменениями на территории Чернобыля. Тщательные наблюдения позволили выявить, что в заброшенных лесах и полях заметно увеличились популяции диких животных. И это стало настоящей сенсацией. Экосистема, освобожденная от человеческого вмешательства, начала восстанавливать свои природные циклы. Появились крупные стада кабанов, волков и косуль, а также возвратились редкие виды, такие как рысь и бурый медведь, которые десятилетиями не появлялись в этих местах. Для изучения местной фауны ученые использовали новейшие технологии. Камеры и датчики, установленные в лесах, позволили ученым отслеживать передвижение животных без необходимости тревожить их. Оказалось, что количество животных стало значительно расти. В ноябре прошлого года было установлено 42 камеры в украинской части зоны, которые зафиксировали множество крупных млекопитающих, включая даже таких опасных хищников, как рысь. Это подчеркивает тот факт, что природа приспосабливается даже в условиях, которые многие считали неблагоприятными. Ученые также сделали захватывающее открытие. Они смогли увидеть зубров и лошадей Пржевальского, которые, казалось, нашли скрытые уголки для обитания в новых условиях. Это вновь подтверждало, что, несмотря на все испытания, восстановительные процессы природы на такой запущенной территории могут принести плоды. Более того, Джим Смит, профессор Портсмутского университета, прокомментировал: «Не следует воспринимать радиацию как нечто непременно негативное. Эта катастрофа привела к созданию фактического природного заповедника, который демонстрирует, что животные могут процветать, когда людям позволяешь удалиться». Таким образом, осознание того, что люди могут оказаться гораздо более разрушительными, чем самые опасные экологические явления, поразило многих исследователей. Это открытие о изменении динамики экосистемы в условиях Чернобыля заставило задуматься о будущем. Как важно бережное отношение к природе, технологии и настоящему. Это также ведет к глубокому пониманию, что экосистемы способны восстанавливаться, если дать им такую возможность. В последние годы мир все больше начинает осознавать важность сохранения естественной среды обитания для многих видов животных. Запретная зона стала своеобразным символом силы природы и ее способности к восстановлению. Ведь здесь природа сама встала на защиту своей жизни, когда человек отступил. Сегодня Чернобыль, ранее овеянный ужасом и страхом, превращается в место силы, где ученые, экологи, активисты и любители природы исследуют, каким образом мы можем сосуществовать с окружающим миром. Параллельно с этим изменением многие задаются вопросом: как мы, как люди, можем извлечь уроки из этой удивительной истории? Важно помнить, что Чернобыль остается напоминанием о наших ошибках. Мы должны учиться на протяжении всей жизни, рассматривать возможные последствия нашей деятельности и помнить о настоящей ценности природы, которую мы должны оберегать. Вот такая удивительная история. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать еще больше интересных рассказов о природе, экологии и о том, как важно беречь нашу планету для будущих поколений. С каждым днем мы все ближе к осознанию того, что можем создать лучшее будущее для нашей Земли.